Ну что ж, раз мы прошлись по товарищам и союзникам Сяо Яня, которые перешагнули в класс святого, то давайте продолжим этот увлекательный экскурс. Мы рассмотрели, как такие личности, как Яо Лао, Гу Сюнер и королева Медуза совершили прорыв в легендарный класс святого Доу Шен. Это, без сомнения, весьма значимое событие. Уровень святого – это вершина силы континента, не считая самого Доуди. Поэтому переход с почтенного воина в класс святого – это достижение. И, как в случае с Сяо Янем, большинство его товарищей тоже пропустили класс мнимого святого. Кроме Яо Лао, естественно. Он прошелся по уровням как положено, как и все нормальные эксперты. А вот Гу Сюнер, Цай Линь и герои сегодняшнего видео, Сяо Исянь и Цин Линь, они, а как же, тоже пропустили этот скучный этап мнимого святого Бан Шен. Чего уж там мелочиться, правда? Еще проходить какой-то там Бан Шен. Итак, в этом видео мы рассмотрим не менее интересные прорывы культивации ближайших друзей Сяо Яня. Девушек, что с Сяо Янем почти с самого начала, они поддерживали его много лет. Это, конечно же, Сяо Исянь, девушка ядовитого тела, и Цин Линь, змеиные зрачки. Ее история не менее сложная, но в отличие от Сяо Исянь, которая имеет определенные чувства к Сяо Яню, не только дружеские, Цин Линь до сих пор называет Сяо Яня господин Сяо Янь из уважения и благодарности за прошлое. И как бы Сяо Янь не велел называть его просто Сяо Янь, она отказывается. Это один из лучших примеров скромности и преданности в аниме. А также хочу поблагодарить всех спонсоров канала на YouTube и на Boosty. Вас становится больше, огромное спасибо. Этот ролик выходит эксклюзивно для вас в первую очередь. Кроме того, ваша поддержка помогает каналу и дальше держаться на плаву. Итак, начнем с Сяо Исянь. С помощью Сяо Яня она научилась контролировать ужасное ядовитое тело и достигла уровня почтенного воина. С ее уникальным телосложением она быстро двигалась, поднимая звезды почтенного воина вплоть до пика 9 звезд. После чего Сяо Янь подарил ей ценнейший подарок – сущность крови святого желтых источников. Впрочем, это же было и в случае Яо Лао и королевы Медузы. Наконец, после очищения эссенции крови святого, подаренной ей Сяо Янем, она прорвалась в уровень святого Доу Шен одной звезды. А случится это после поглощения Сяо Янем пламени лотоса очищения. А точнее, в этот самый период. Ведь когда Сяо Янь наконец вернулся в павильон падающей звезды и встретил помимо прочего Сяо Исянь, то удивился ее прогрессу. Вот как это описывается в оригинале. Пока Сяо Янь с любовью обнимал Сяо Сяо, теплый и нежный голос раздался впереди. Сяо Янь поднял голову и увидел Сяо Исянь в красивой мантии. Она, улыбаясь, смотрела на него. Сейчас она излучала больше тепла, чем 2 года назад. Излучаемая ею мягкость просачивалась в сердце, вызывая ощущение всплывающего на щеках румянца. «Ты стала святой?» Продолжая обнимать Сяо Сяо, Сяо Янь посмотрел на Сяо Исянь и, улыбнувшись, спросил. Своими глазами и духовным восприятием он, естественно, смог ощутить ее силу святого одной звезды. Она преодолела этот барьер в течение 2 лет, прыгнув через мнимого святого. Эта скорость была довольно впечатляющей. «Это все благодаря капле сущности крови демонического святого», – ухмыльнулась Сяо Исянь. Она увидела широкие глаза Сяо Яня и невольно засмеялась. Цай Линь так и не вышла из безмятежного источника. Тем не менее, нам не нужно беспокоиться. Мы с Цин Линь побывали на территории племени 9 безмятежных питонов. Она, должно быть, встретила что-то хорошее на дне источника. Мы можем почувствовать ее ауру, но мы не можем опуститься на дно источника. Да, с помощью Сяо Яня Сяо Исянь стала Доу Шен одной звезды менее чем за 30 лет. С точки зрения центральных равнин, да и континента в целом, 30-летний святой – это шокирующая скорость развития, примерно соответствующая древним кланам. Что касается Цин Линь, с ней абсолютно та же история. Сущность крови святого, в то время как она была на пике почтенного воина, она достигла уровня святого первой звезды, пропустив этап мнимого святого. Вот как это описывается в книге. Пока Сяо Янь был Сяо Сяо и исполнял свой отцовский долг в течение этих нескольких дней, то наткнулся и на Цин Линь. Нынешняя Цин Линь также достигла святого одной звезды. Она достигла чрезвычайно высокого положения в Альянсе, но на самом деле никак не беспокоилась о повседневных делах Альянса. Она все время ждала новостей, касающихся Сяо Яня. И, как и Сяо Исянь, была безмерно рада видеть его живым и здоровым, когда он вернулся в павильон. С этих пор на уровне святого они продолжат сопровождать Сяо Яня, как и раньше, во всех его опасных приключениях.
А насколько же сложно было бы им стать святыми без помощи Сяояня? И вообще, возможно ли? Ядовитое тело Сяо Исянь и тройные цветочные зрачки Цинлинь – чрезвычайно редкие и особые физические данные. На ранних этапах их скорость совершенствования была не медленнее, чем у Сяояня, а зачастую даже быстрее. Их талант реально гениален. Однако после достижения стадии почтенного воина их скорость постепенно замедлилась. Тот факт, что они смогли успешно прорваться в царство святого одной звезды за 2 года, во многом объясняется эссенцией крови святого желтых источников, которую им подарил Сяоянь. До того, как они поглотили эту эссенцию крови, Сяо Исянь и Цинлинь были еще далеки от уровня мнимого святого. Однако, если бы они объединили силы, они смогли бы успешно противостоять полусвятому. Что касается истинного уровня Доушен, то даже объединив усилия, им было бы крайне трудно оказать сопротивление. Но в принципе ответ таков. Да, они смогли бы стать святыми самостоятельно, без помощи Сяояня, но далеко не так быстро. Возможно, потребовалось бы десятки, а то и более лет. Для быстрого совершенствования техники тела ядов бедствия Сяо Исянь требуется прием ядов. Очевидно, что если она хочет достичь уровня полусвятого, используя свою технику ядовитого тела, ей потребуется большое количество ядов. Хотя это сложно, сила Сяо Исянь делает это достижимым. Однако, даже если она достигнет уровня мнимого святого, используя яд, получить большое количество ядов, эффективных против полусвятых и выше, будет чрезвычайно сложно. Очевидно, что с ее идеально контролируемым ядовитым телом прорыв на уровень святого очень многообещающий, но без дополнительной удачи, такой как эссенция крови святого, это неизбежно займет значительное количество времени. То же самое относится и к Цинлинь, обладающей зрачками змеи. Мы знаем о ее способности подавлять змеиные формы зверей, заключая их в свои глаза. В то время, когда они находятся там, сама Цинлинь поглощает их силу. Контролируя и поглощая доуци многочисленных змееподобных зверей уровня почтенного воина, Цинлинь может достичь мнимого святого, не сталкиваясь со значительными препятствиями. Однако продвижение до уровня святого чрезвычайно сложно. Ведь она не может контролировать кого-то сильнее себя. Другими словами, чтобы достичь святого, она должна поглощать силу мнимого святого, а это очень сильные противники. Очевидно, что даже со змеиными зрачками прорыв от почтенного воина до святого будет чрезвычайно долгим. Более того, змееподобные звери с силой выше уровня полусвятого были очень редки и сильны. Например, глубинные питоны, а также семицветный питон и древний небесный змей – существа с древней родословной, которых Цинлинь было трудно контролировать. Итак, как видим, почти все друзья и союзники Сяояня станут святыми. И это неудивительно, ведь они тоже очень сильные и талантливые эксперты, обладающие особыми способностями. Возможно, вам интересно, а что же станет с Яо Тяньхо? Где он сейчас и какой силы достигнет? Если вам интересно, напишите в комментариях, сделаю об этом ролик. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.